Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. На улице уже середина февраля, погода теплая, плюс 10 градусов. И пора обрезать чубуки. Я осенью их не обрезал, потому что зима у нас теплая, поэтому оставил все как есть. Сорт винограда у меня Молдова. Для того, чтобы нарезать чубуки, нам понадобится обычный секатор острый и хорошая погода. Главное, чтобы не было на улице мороза. Итак, приступим. Я чубуки обрезаю однолетние, которые имеют усики, диаметр около 1 см и имеют 2-3 глазка. В моем случае я использую по 3 глазка, потому что они лучше укореняются и в них больше питательных веществ. Срез чубука должен быть зеленый. Это говорит о том, что он не пропал и в нем есть жизненные силы. Здесь есть, видно, усик, что говорит о здоровой лозе и силе роста. Обрезаем его. Теперь необходимо обрезать примерно на 1 см от нижней почки прямым срезом. И 1 см над верхней почкой тоже прямым срезом. Такой чубак получился. Для проращивания используется только основная лоза, а пасынки, которые выросли из нее, обрезаются. Если междоузлия маленькие, то можно 3-4 почки. Если большие, то 2-3. Я отсчитываю 1, 2, 3 и обрезаю на 1 см выше, прямым срезом. Вот готовый чубук, который мы будем укоренять. После нарезки чубуков их необходимо вымочить. Дело в том, что зимой лоза подсыхает и теряет свою влагу. А теперь необходимо ее возобновить для того, чтобы качественно укоренились чубуки. Для вымачивания я использую корневин и обычную отстоянную крановую воду. Она лишена хлорки и хорошо напитывает чубуки. Если у вас нет корневина, то можно использовать пчелиный мед, который дает эффект не хуже корневина. Исходя из инструкции по применению корневина, необходимо 1 мерная ложка на 5 литров воды. У меня здесь 10 литров воды, следовательно необходимо 2 мерных ложки. В 1 мерной ложке 10 грамм. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков и нерастворенных зерен. Берем обычную емкость, у меня это корыто для воды. Помещаем в нее чубуки и заливаем полученным раствором. После этого чубуки должны простоять в приготовленном растворе примерно от суток до 2. Этого будет достаточно для того, чтобы они набрались влаги. Приготовленный раствор после эксплуатации можно не выливать. Он пригодится для полива и укоренения чубуков. Через сутки после замачивания достаем чубуки из раствора и оставим на часе, чтобы они слегка обветрились. После вымачивания необходимо верхний срез чубука чем-то герметизировать, чтобы не было выхода влаги, которая очень важна для проращивания. Можно использовать пластилин или парафин. Я использую натуральный пчелиный воск, так как он наиболее натуральный и приемлемый для выращивания саженцев. Для этого необходимо сделать водяную баню. Ставим емкость с водой на печь, берем другую емкость, у меня из-под консервы, и нарезаем в нее воск мелкими кусочками. Воск твердый, режется плохо, можно теркой натереть еще. Ставим эту емкость в воду и ждем, пока она закипит на маленьком огне. Пока плавится воск, необходимо разобраться, где верх, а где низ чубука, потому что если мы перепутаем, ничего не получится. Если внимательно посмотреть на чубук, то видно, что почки располагаются строго вверх. Есть еще остатки от усиков, они могут быть вниз и вбок, поэтому они не должны вас смущать. В этом случае верх чубука здесь. Воск начал таять.
Дождемся, пока он полностью заполнит дно емкости. После расплавления воска начнем макать туда чубуки. Чубуки необходимо макать не глубоко, буквально на глубину 5 мм, чтобы не обжечь верхнюю почку, которая находится здесь рядом. Мы резали в 1 см от почки. Некоторые говорят, что нужно эту почку тоже залить воском, тогда она позже раскроется и будет лучше укоренение этого чубука. Но я считаю, что это неправильно, потому что ее можно запросто обжечь обычным воском. Макаем буквально на несколько секунд. И после этого получается вот такая крышечка, которая не даст влаги никуда испариться. Желательно, чтобы чубук был здесь сухой, тогда воск лучше прилипнет и меньше будет отдавать влаги. После этого необходимо обновить нижний срез с помощью секатора или острого ножа, буквально на 2-3 мм. И с помощью обычного строительного ножа острого сделать небольшие надрезы. Примерно 4 штуки до этой почки, которая находится сверху. Эту почку я отрежу, чтобы здесь было укоренение. Вот этот чубук готов для проращивания. Затем я беру обычную отстойную водопроводную воду, добавляю туда буквально щепотку корневина и перемешиваю. Желательно, чтобы вода была комнатной температуры, даже теплее. Некоторые садоводы втирают корневин в срезы, которые остаются внизу. Я считаю, что добавление корневина в воду вполне достаточно для хорошего укоренения чубуков. В ведре примерно 4 см воды, и этого вполне достаточно, чтобы закрыть нижнюю срезанную почку и надрезы, которые мы сделали. В прошлом видео при укоренении черенков винограда я внизу использовал косой срез. Сейчас же я делаю прямой, как рекомендуют некоторые садоводы-любители. И еще разница в том, что я в прошлый раз делал пилой, здесь насечки, бороздки. Теперь же делаю острым ножом. Посмотрим, в чем разница. И сразу после среза опускаем чубук в воду на проращивание. После этого я ставлю чубуки в прохладное место. У меня температура в помещении плюс 18 градусов. И подождем, пока не прорастут. Буду проверять примерно раз в неделю количество воды и ее качество. Если она будет зацветать, придется менять. Некоторые садоводы советуют добавлять в эту воду марганцовку и активированный уголь. И это предотвратит ее зацветание со временем. Но я это не практикую. Лучше воду чаще поменять. И в ней будет больше полезных микроэлементов, которые есть в водопроводной воде, которые способствуют укоренению. В прошлом году я этот этап пропустил и сразу чубуки посадил в землю. Но почему-то у меня процентов 30 не прижилось. Пришлось выбрасывать землю и стаканчики, которые я сделал. Я считаю, что это лишняя трата времени и денег. Поэтому лучше укоренять этим способом. Чубуки для проращивания я поставлю в темном месте. Здесь у меня идет труба в полу отопления, а в комнате прохладно, поэтому, по идее, укоренение чубуков должно проходить быстрее, чем развитие их листьев. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотри видео о том, как подготовить чубуки винограда для проращивания в воде. Это доступно каждому домашнему садоводу и виноделу. В следующем видео я покажу, как посадить эти чубуки в землю и результаты их укоренения. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.